Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! У нас сегодня очередная встреча в видеопроекте «Родные души. Новые измерения. Беседа о главном». И сегодняшняя наша тема называется «Как найти свою родную душу» или «Энергетические аспекты взаимоотношений между родными душами». Сегодняшняя наша встреча, как всегда, проходит в режиме онлайн, и все, кто у нас находится в интерактиве, могут писать свои вопросы, комментарии, мы на них будем реагировать, когда будет возникать пауза. И на сегодняшней встрече мы будем говорить об основных моментах, основных вопросах, которые касаются темы поиска своей родной души. Начать стоит с того, что определить, вообще возможно ли найти, сознательно найти свою родную душу, или это то, что случается, либо не случается с человеком. То есть, иначе говоря, может ли сам человек повлиять на этот процесс каким бы то ни было образом. Начнем с того, что кто же нуждается в своей родной душе, кто задается этим вопросом, как найти свою родную душу. То есть, что это за люди? Это особенный тип людей, которые рождены с базовой программой парного совершенствования. То есть, это те люди, которые могут полноценно жить и развиваться только тогда, когда они находят свою пару, свою истинную вторую половину. Эти люди, как правило, с самого раннего детства ощущают вот это особенное состояние единства со своей родной душой. Это и действительно особенное состояние. Конечно же, ребенок, как правило, не называет это так, родная душа. Он не думает, не говорит о том, что он чувствует что-то особенное у себя внутри. Но потом, когда он вырастает, если он вспоминает то, что с ним было в детстве, он как раз-таки убеждается в том, что чувствовал свою родную душу еще в самом раннем детстве. Чувствовал вот это особенное специфическое состояние. Это состояние еще можно называть РД-состоянием, то есть ощущение близости, единства, присутствия своей родной души. Так вот, эти люди с базовой программой парного совершенствования, они буквально, можно сказать, вынуждены искать свою родную душу. И этот поиск у них может происходить либо осознанно, либо бессознательно. Ну, что такое бессознательный поиск? Ну, то есть это люди, которые в жизни ищут чего-то особенного. И, конечно же, они обращают особенное пристальное внимание на противоположный пол. То есть они ищут совершенно особенных отношений. Девушка ищет особенных отношений с парнем, а молодой человек или мужчина ищет совершенно особенную женщину. И по этой причине, вот по причине того, что им требуется что-то, ну, если не уникальное, то действительно особенное в этом отношении. Вот по этой причине и парень, и девушка, они как бы выбиваются из общего контекста взаимоотношений, которые происходят в среде их сверстников. То есть они чувствуют, что никак не могут найти того, что им по-настоящему нужно. Они никак не могут найти тех отношений, которыми они могли бы быть довольны, которые их будут удовлетворять. Они чувствуют вот это самое не то. То есть уже в возрасте, может быть, 16-18 лет, ну и старше, естественно, возникает вот эта вот потребность в каких-то особенных отношениях, в каком-то особенном человеке. Возникает, может быть, едва ощутимый, а может быть, достаточно явный зов своей родной души. Ну, что такое едва ощутимый? Ну, допустим, возьмем такой простой пример, что девушка, которой 16-18 лет, она знакомится с одним парнем, с другим парнем,
И все чувствует, что совершенно не то. И не то, чтобы ее не удовлетворяло то, как выглядит этот молодой человек, или как он ведет себя, и так далее. А она чувствует внутри себя, что ее душа, то, что называется, не принимает это. Она не находит ни того контакта, который ей требуется, ни тех ощущений, которые она хочет испытать, не находит по большому ничего в этих отношениях. Она чувствует эти отношения пустыми, не наполненными для себя. Это такой слабый зов, почти бессознательный зов своей родной души, то есть душа как бы не принимает. Если девушка или парень чувствует сильный зов, внутренний зов своей родной души, то они начинают уже осознанно искать особенного человека. Как бы не бессознательно, путем различных знакомств, выбора и так далее. А осознанно они четко знают, совершенно четко знают, что им нужен особенный человек. И их уже не сильно смущает то, что это не принято в их среде, то, что их часто не понимают. То есть это их не особенно смущает. Им, конечно, от этого нелегко, потому что они чувствуют какое-то одиночество в своем поиске. Они чувствуют, что они не как все. И от этого легче не становится. Но, тем не менее, это их не особенно смущает. Они знают, что им нужен особенный человек. И иногда в этом поиске, уже в сознательном поиске, или парень, или девушка, они ищут своего учителя. То есть здесь начинается элемент духовности. То есть они чувствуют, что у них есть потребность в духовном наставнике, в духовном учителе. То есть даже вот этот осознанный поиск, он может быть изначально не совсем четким. Не просто найти свою вторую половину, а найти духовного учителя или найти человека, с кем можно было бы общаться по душам. То есть, замечаете, происходит уже совершенно иной взгляд на партнерство. Взгляд именно с точки зрения духовности. Вот это является четким, явным показателем, что человек уже осознанно ищет свою родную душу. Итак, мы подошли к тому моменту, когда начинается поиск. Как же он может осуществляться? Ну, во-первых, то, что уже было сказано, это путем такого отбора знакомств, отбор, выбор и тому подобное. Но некоторые, хотя их, в общем-то, меньшинство, насколько известно, некоторые начинают этот поиск осознанно именно идя по духовному пути. То есть они начинают практиковать те или иные духовные практики, начинают интересоваться теми или иными духовными традициями, которые помогают им в этом поиске. Они идут духовным путем на поиски своего наставника, учителя, ну и все-таки в достаточно редких случаях они четко осознают, что они ищут свою вторую половину. Так как же начинается этот духовный поиск? Как начинается этот духовный путь? Сам термин уже дает частичный ответ. То есть для того, чтобы найти свою родную душу, человек начинает работать со своей собственной душой. Каким же образом? В первую очередь на ее самопознание, то есть на собственное самопознание, на познание своей души. Как это возможно сделать? Это возможно только активизировав свою душу, активизировав свое сердце, или еще говорят, активизировав работу своей анахаты. И вот для того, чтобы это произошла, активизация, существует множество практик. И дальше очень важно осознавать, что только те практики, которые нравятся именно вам, которые подходят именно вам, только эти практики начинают у вас работать по-настоящему. То есть не стоит ориентироваться на то, что делает кто-то другой, на то, что сегодня модно, допустим, йога или медитация, или то или иное духовное направление. А стоит ориентироваться на то, что ближе всего вам.
именно в вашей душе, на что у вас происходит отклик. Поначалу это может быть достаточно даже мучительный поиск. То есть некоторое время человек, он начинает искать свое направление, где ему интересно. Тот же самый отбор, выбор. Это попробовать другое, третье, четвертое, и на что больше откликнется душа. И если человек идет целенаправленно этим путем, он осознает, что он ищет свой путь, что он ищет или свою вторую половину, или своего наставника, своего учителя, то этот поиск у него сокращается. То есть он не теряет время на то, чтобы заниматься чем-то не своим. Он достаточно быстро в определенные сроки находит свое. Как бы это ни было поначалу мучительно. Итак, он находит какое-то свое направление. Ну, допустим, это йога, к примеру. Да? Он начинает заниматься йогой и чувствует, как его сердце раскрывается. И вот тут начинается интересная ступень. Дело в том, что все эти понятия, раскрытие сердца, раскрытие души, это слова, которые выражают свою суть определенную, но пока человек еще духовно не пробужденный, он не всегда ориентируется на самом деле. Произошла у него активизация, или это ему только кажется, или если произошла, то в какой степени. То есть начинается уже другой этап. И этап иллюзий, этап сомнений, этап, может быть, каких-то ошибок, проб и ошибок. Проходя этот этап, человек, он действительно приходит к тому, что начинает чувствовать свое сердце. Он начинает чувствовать, как раскрывается его душа, открывается его душа. И вот тут может наступить очень интересный момент. Если действительно анахата активизирована, если действительно его душа пробуждается, то начинаются изменения и в нем самом, и в его жизни, которые не всегда бывают позитивными. То есть не всегда происходит то, что он ожидал. Но что происходит? Ну, допустим, вы начинаете искать свою родную душу. Вы осознали, что вам необходима ваша родная душа. Вы идете по этому пути. Вы уже получили, добились каких-то результатов. И вот вдруг, неожиданно для вас, начинается то, что еще называется этап испытаний, или такое небольшое внутреннее очищение начинается. То есть жизнь начинает меняться, но она меняется не только в лучшую сторону, как вы ожидали. Вы, возможно, ожидали, что просто придет человек, найдется ваша родная душа, вот, и на этом все закончится, да? То есть идете-то вы именно к этому, для того, чтобы найти свою родную душу. Но вдруг возникают изменения в жизни, которых вы не ожидали, и которые вам могут часто не нравиться. Вы можете быть очень сильно смущены. То есть вы начинаете задаваться вопросом, почему это со мной происходит, почему какие-то проблемы возникают, почему у меня начинают разлаживаться отношения с близкими, с родственниками, с друзьями. Может быть, я иду не по тому пути, да? Может быть, я делаю что-то неверно. Вот здесь этап не просто сомнений, а этап действительно первичных таких испытаний. Сможете ли вы это пройти? Не откажетесь ли вы от этого пути, от своего? Или все-таки, испугавшись или смутившись первичными такими переменами, не совсем ожидаемыми, вы свернете с своего пути и скажете, наверное, что-то я делаю не так. То есть вот такой момент наступает. Но следующее, что идет дальше, если вы все-таки остаетесь на своем пути, укрепляетесь в своем убеждении, что вы делаете все верно, делаете все правильно, дальше могут происходить совершенно различные события. Почему? Потому что то, что вы ожидали найти свою родную душу, конечно же, у вас внутри есть определенный образ своей родной души. Так вот, могут начинать встречаться вам необычные люди,
но те люди, которые под этот ваш образ, ну скажем так, не всегда и не совсем подпадают. Не всегда они с этим образом коррелируют, не всегда они на него похожи. И опять начинаются вопросы, что это за человек мне встретился. Ну, допустим, часто обращаются, вот что это, моя родная душа, или это моя кармическая связь, родственная душа, близнецовое пламя. То есть картина складывается следующим образом. Ищете вы свою истинную половину, близнецовое пламя, но первично вам могут встречаться совершенно разные люди. И это полностью соответствует вашему внутреннему состоянию, как правило. То есть если происходит духовное пробуждение, то все эти встречи уже они совершенно не случайно происходят. Могут встречаться различные люди. Вот на этом сейчас мы немного остановимся, и я бы хотел обратить ваше внимание на следующий момент. Когда задают вопрос, спрашивают, как мне найти свою родную душу? Ответ напрашивается сам по себе из самого вопроса. Как известно, правильная постановка вопроса содержит в себе уже половину ответа. То есть, если вы хотите найти свою родную душу, то ее нужно искать душой. И вот тут возникают разночтения, тут возникает недопонимание, которое связано только с одной причиной. Если у вас душа пока не пробуждена, то искать свою родную душу весьма и весьма сложно. Если у вас происходит пробуждение души, то этот поиск заметно облегчается. Потому что такой термин, как открытая душа, уже не вызывает у вас вопроса. Вот это состояние открытой души, оно уже начинает само притягивать того человека, который вам нужен в вашей жизни. Поэтому здесь могут быть очень много недопониманий. Можно я немножко добавлю? Ты вот сейчас говоришь именно, да, с такой точки зрения знаний конкретных, как мужчина. А я как женщина хочу добавить, что у женщин работает немножко иначе. Вот такой призыв. И даже если она немного уже, не пробуждена душа у нее, но она жаждет где-то изнутри, вот это вот желание всегда присутствует, просто наступает момент, когда она может отчаянно, например, молиться Богу о том, чтобы Он ей послал эту встречу. И тогда в этот момент душа раскрывается, когда молитва происходит. И, соответственно, возвращается посыл в виде встречи. Но вот уже кто там встретится, это уже другой вопрос. А принцип тот, что женщина, ей достаточно просто желать и просить у Бога или у своих ангелов-хранителей, чтобы ей послали эту встречу. Не всегда, но часто. Особенно та женщина, которая хорошо связана со своей женской природой, то есть связь у нее налажена. Природой инь – это ожидание, это покой, это такое внутреннее созерцание и спокойствие. Соответственно, желание тоже исходит из этого состояния. Ну да, совершенно верно. Это тоже духовная практика. Я просто привел в виде примера йогу, да, духовных практик их же очень много. Йога, медитация, молитва, танец, особенно спонтанный танец, и множество других техник. И действительно нужно обратить особенное внимание на то, что поиск родной души происходит по двум основным направлениям. Первое направление – это действие, а второе направление – это как бы видимое бездействие. То есть первое направление – это внешний поиск, а второе направление – это внутреннее притяжение, когда достаточно только молитвы, очень сильного желания, даже можно сказать жажды. И то же самое вырабатывается вот эта вибрация, которая притягивает свою родную душу. То есть можно услышать такие разночтения, такие различные мнения, что для того, чтобы найти свою родную душу, нужно все-таки постараться, нужно действовать, нужно что-то делать, нужно куда-то ходить, посещать места, общаться с людьми и так далее. Это один взгляд.
А другой человек скажет: а я ничего этого не делал, просто сидел дома, вообще особенно никуда не ходил, но наша встреча произошла. То есть и в первом случае, и во втором случае все работает. Но только если разобраться, человек не просто дома так сидел, у него было большое внутреннее томление, очень большое внутреннее томление. И иногда человек, женщина в этом случае, как правило, она даже не осознает, чего она, собственно, ждет, почему томится ее душа. Даже нет этого осознавания. Но вот если это томление очень сильное, то происходит притяжение своей родной души. То есть совершенно верно. Ян-путь активный и инь-путь, как бы пассивный. То есть поиск своей родной души может осуществляться по двум основным направлениям. Это активное направление или пассивное направление. Но и в том, и в другом случае происходят все-таки действия. Просто в первом случае эти действия носят внешний характер, а во втором случае они носят внутренний характер. Внутри происходят все процессы. И, в общем-то, неизвестно, что легче, а что труднее. Неизвестно, что проще. Вести внутренний поиск или внешний поиск. Ну, как известно из сказок, из легенд, мужчина, значит, скачет на коне, а женщина где-то сидит или того хуже лежит, то есть спит, да, и ждет. Вот это классический вариант, что один ищет, а другой ждет. В классическом варианте роли делятся четко. Мужчина – это активное начало, женщина – это пассивное начало. А в жизни происходит все и наоборот. Но тем не менее и то, и другое опять-таки работает. И что нужно особенно здесь уточнить? Все-таки поиск своей родной души ведется открытой душой. Если ваша душа закрыта, если вы не откликаетесь на ее зов, то этот поиск будет весьма и весьма затруднен. Но если даже вы не осознаете в самом начале, что вы ищете именно свою родную душу, а просто занимаетесь, ну, то, что называется духовной практикой, занимаетесь своей душой, даже в этом случае вы можете притянуть свою родную душу в жизнь за счет того, что ваша душа раскрылась. Вот это определяющий момент. Открытие души. Или еще говорят открытие сердца. И разные люди по-разному это чувствуют, но все-таки, как правило, это ощущается именно в теле. То есть вы чувствуете именно в своем теле активизацию сердца. На физическом уровне это происходит. Почему об этом стоит говорить? Потому что если вы изначально чувствуете это желание, этот зов найти свою родную душу, то этому желанию вы можете открыться, вы ему можете последовать, либо вы можете закрыться. Вот тут от человека может все-таки зависеть достаточно много. То есть изначально чувствуя этот зов своей родной души, истинное душевное желание, внутреннее желание найти свою родную душу, вы можете этому процессу как бы помогать. Или можете наоборот заблокировать. Вот давайте разберем эти два варианта. Первый вариант – помогать. Как помогать? Опять-таки это духовная практика. И опять-таки очень большой выбор этих практик, какие они могут быть. Это могут быть даже те практики, которые весьма и весьма далеки от темы родных душ, от темы взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Это просто практики, которые способствуют вашему духовному пробуждению. Например, это может быть занятие осознанным сновидением. То есть пробуждается астральное тело. Эфирное тело активизируется, астральное тело активизируется. И за счет этого происходит первичное, как бы такое небольшое, но пробуждение души в какой-то степени. И это может именно вызвать тот процесс, который вас притянет к вашей родной душе.
То есть быть определенным, служить таким определенным импульсом в этом случае. Вы можете ходить в группы, можете ходить на тренинги, на занятия. Вы можете заниматься индивидуально дома. Вы можете даже в конце концов просто читать литературу духовную. Но это будет та литература, которая будет очень сильно отзываться в вашей душе. Вы можете даже просто смотреть фильмы, художественные фильмы, например, которые также будут очень сильно отзываться в вашей душе. И все это будет способствовать вашему духовному пробуждению в определенной степени. Нельзя сказать, что если вы будете читать книги и смотреть фильмы, то ваша душа пробудится, вот, полностью раскроется и так далее. Так говорить нельзя, но и исключать этого тоже невозможно. То есть все очень индивидуально. Очень сильно зависит от вашей кармы, от того, что вы в своих прошлых жизнях смогли сделать в этом направлении или не сделали, наоборот. Это помогать этому процессу. Ему можно и даже часто нужно помогать. Что, собственно говоря, такое помогать? Это не есть какое-то искусственное, специальное нагнетание энергии, наработка энергии, как вы знаете, как в спортзал сходить. Нет, это вряд ли сработает, очень вряд ли. Это всегда подход именно душевный, опять-таки, то, что отзывается в вашей душе. И как будто бы в противовес тому, что я только что сказал, я приведу вам конкретный жизненный пример. Человек, женщина или мужчина, не занимается ничем таким, особенно не интересуется, ну так что-то, может быть, почитывает или посматривает на любительском уровне. И вдруг к нему приходят друзья, подруги, и говорят ему: пойдем с нами на тренинг, на занятия. Он упирается руками, ногами, говорит: я не хочу, я не пойду туда. Они его берут, затаскивают его, сажают туда его, где-то вместе со всеми. И вот тут начинается. Человек начинает чувствовать, что у него внутри происходят такие мощные процессы. То есть его душа начинает откликаться на то, что происходит на занятии. И эти процессы такие сильные, настолько они явные, что он чувствует, что вот сейчас происходит что-то очень важное, и даже так говорят, что во многом я родился именно вот для этого, для того, чтобы жить вот так, для того, чтобы чувствовать вот так, для того, чтобы у меня были вот эти вот состояния. То есть даже такое происходит. Человек как бы не желает изначально этим заниматься, но волей судеб, как говорится, он там оказывается на том или ином мероприятии, да? И чувствует, как его душа очень бурно на это откликается. Вот почему я этот пример привел. Потому что просто от нашей головы, от нашего ума в этом процессе зависит не так много. Но если наша душа в какой-то степени готова, то начинают происходить те или иные события, которые нас выведут на эту дорожку. Это помогает этому процессу, да? Как же можно блокировать и почему это происходит? Происходит это, как правило, все-таки автоматически, то есть бессознательно. Например, человек начинает видеть сны, особенные сны, в которых к нему приходит, ну, допустим, женщина видит сны, и к ней приходит мужчина. И между ними там невероятные отношения, какая-то удивительная любовь. И эти сны повторяющиеся. Потом женщина начинает очень рано пробуждаться по утрам, 3-4 утра, хотя до этого никогда такого не было. И чувствовать какое-то особенное наполнение, особенное вдохновение внутреннее. Да? Потом она начинает замечать, что в течение дня с ней что-то происходит странное, будто бы она чувствует кого-то рядом. И вот дальше такая женщина может очень сильно испугаться. Во-первых, она может подумать, что сходит с ума, и что-то с ней не в порядке. Во-вторых, она может подумать, что это вообще очень нехорошо, потому что она замужем, у нее 2 детей, к примеру, да?
И к этому еще может примешаться какой-нибудь фактор, ну скажем, несчастной любви. То есть на анахате есть блок, какой-то блок стоит, или узел завязан, можно сказать, да? И все эти факторы складываются таким образом, что она либо автоматически блокирует этот процесс, что-то внутри, какая-то как заслонка падает, и этот процесс прекращается, она его тормозит. То есть не она сознательно, а у нее что-то внутри такое происходит, что тормозит этот процесс. Либо все-таки она начинает это делать именно осознанно. То есть она говорит, нет, не надо, это нехорошо, такого не должно быть и тому подобное. То есть происходит блокировка. И вы знаете, человек имеет возможность заблокировать этот процесс. То есть у него он мог начинаться, но он его прекратил. Почему такая возможность существует сознательная? Потому что когда происходит пробуждение души, оно происходит по воле высших сил. Оно происходит с их участием, при их поддержке, помощи и так далее. То есть духовное пробуждение происходит свыше. Вот высшие силы нас никогда ни в чем не насилуют. И если мы отказываемся, если мы говорим «нет, этого не надо мне», то этот процесс прекращается. Если снизу этот процесс идет, то там все иначе. Вот почему человек не может избавиться от вредных привычек, почему они его тянут, почему они его не отпускают. Потому что низшие силы, они действуют иначе. Они не спрашивают воли изъявления человека, они его просто используют. А если процесс происходит свыше, то там все наоборот. Вот там очень часто человек стремится к тому, чтобы обрести контакт с высшими силами. И если он вдруг по каким-то причинам не захотел этого, то никто сверху настаивать на этом не будет. Потом будут посылаться какие-то знаки, возможно, о том, что ты сделал неправильно, что ты много потерял и так далее. Вот. Но такого вот притягивания за уши, как бы, да, наверх, пойдем, тебе надо пробуждаться, вот этого не будет. Если человек это отрежет, скажет нет, значит он прекратил. И такое происходит достаточно часто. И вы знаете, не все об этом жалеют. И правильно. Потому что в этой жизни не у всех есть такая задача, такая вот основополагающая задача, духовно пробудиться или там, тем более, найти свою вторую половину. То есть у них в этой жизни случается эта встреча для того, чтобы они получили какой-то импульс. У них в жизни встречается это очень сильное переживание для того, чтобы получить вот этот импульс. Импульс в развитии. Они получили импульс в развитии, все, больше ничего не надо. Дальше они свою жизнь не меняют кардинальным образом, а просто остаются там, где они были. И это правильно, это нормально. И такие люди, они и не жалеют о том, что произошло. И это тоже совершенно верные реакции. Но есть и другие люди, которые отказались от этого, заблокировали этот процесс, или даже если произошла встреча с родной душой, они отказались от этой встречи. И такие люди потом очень сильно жалеют всю жизнь. И всю жизнь этого не могут забыть. И потом всю оставшуюся жизнь они чувствуют, как будто бы, ну вообще они и не жили после этого. Что все прошло как сон, как будто стороной. Все было не настоящее, все было бессмысленно и ни к чему. А вот встреча с родной душой, это был, может быть, единственный глоток воздуха, единственный опыт реальной, настоящей жизни. Вот такие люди жалеют о том, что они сделали, заблокировали этот процесс. И нужно говорить и о тех, и о других вариантах. И о том, что это нормально, и о том, что это не есть нормально. Нужно почувствовать. Почувствовать у себя внутри. И нужно, помимо всего прочего, еще посмотреть внешние обстоятельства. Если внешние обстоятельства бывают такими непреодолимыми, вот абсолютно непреодолимыми,
и ваша встреча абсолютно невозможна, да, практически невозможна, тогда нужно серьезно задуматься над тем, чтобы действительно отказаться от этого соединения. А вот если происходит наоборот, все обстоятельства как бы начинают соединять вас, все складывается само таким образом, чтобы вы расставались со своим прошлым и начинали новую жизнь. Вот тогда уже нужно серьезно задуматься над тем, что да, нужно идти навстречу этому процессу. И этот процесс может быть как внутренним, так и внешним. То есть как внутри просто духовное пробуждение происходит, так и происходит и внешняя встреча. Нужно быть всегда внимательным. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь она проходила как можно более наполненной, как можно более гармоничной и экологичной, то есть естественной, проще говоря, да, тогда нужно быть просто внимательным к жизни, к ее знакам, к своим собственным ощущениям. Но, конечно же, не настолько внимательным, чтобы становиться мнительным, да. Вот во всем должна быть мера, во всем должна быть определенная гармония. И в поиске своей родной души в том числе, конечно. Это путь к своей родной душе, путь поиска своей родной души. Какими же способами он может осуществляться, если так вот бегло? Мы уже говорили о том, что есть техника, это молитва. Есть люди, которые особенно склонны к тому, чтобы эта техника у них работала. У этих людей очень активный в гороскопе Нептун. Либо он стоит в сильном положении, либо в хороших аспектах стоит, ну и так далее. То есть это можно определить, даже и по гороскопу определить, можно определить по собственной жизни, когда ваши молитвы часто сбываются. Это говорит о том, что вам можно этой техникой пользоваться достаточно успешно. Кто-то идет другими путями. Ну, какие это пути? Очень широко известна стала техника воплощения желаний, но в частности по системе Абрахам или учения Абрахам Хикс. Трансерфинг реальности. Трансерфинг реальности, множество других техник. Они все действительно работающие. Но еще раз, и учение Абрахама, и трансерфинг в том числе, нужно применять грамотно. Если вы ищете свою родную душу, то там есть свои нюансы. Вспомним, что родную душу мы ищем душой, то есть ищем сердцем. Если, допустим, у вас желание, чтобы вам кто-то подарил автомобиль большой и красный, то это может быть и не от вашего сердца, запросто. Это может быть от Сватхистхана, от Манипуры, и никаких проблем. Там один подход. А вот если вы хотите встретить свою родную душу, то там от Манипура, от Сватхистхана ничего не сработает. Там вы встретите кого-то другого. Поэтому, если вы не выйдете на анахату и не будете на ней практиковать эту технику, тогда она просто не сработает в лучшем случае, а в другом случае просто кто-то придет не тот. Придет какой-то совсем другой человек, совсем не ваша родная душа. Это то, что касаемо техники воплощения желаний. То есть там нужно выходить на определенные энергетические уровни. Как это делать? Этому можно обучиться. Вот в частности, мы на своих тренингах проводим это обучение, и все, кто присутствует, они, как правило, это ощущают, они уже узнают, как это делается, и рассматриваем, как нужно делать и как делать не стоит, чтобы получилось чего-нибудь не то. Техника воплощения желаний. Потом йога. Есть крии в кундалини-йоге, есть определенные асаны в хатхи-йоге, которые способствуют раскрытию сердца. Если вы их делаете правильно, если вы их делаете гармонично, то то же самое, у вас активизируется анахата, и вы можете уже на этом уровне что-то делать в направлении поиска своей родной души. Медитация, та же самая техника, только со своими нюансами. Входите в особенное состояние сознания, это еще называется РД-состояние, то есть состояние единства со своей родной душой. И у вас вырабатывается эта же самая вибрация, которая притягивает. К слову сказать, что такое состояние единства со своей родной душой. Это специфическое состояние.
Мы уже несколько раз говорили о том, что это энергия шестого аркана Таро, то есть единство мужского и женского начала. В различных духовных традициях это рассматривается под различным углом зрения, и в нашей школе, школе «Родные души», тоже есть свой взгляд на это состояние, и это состояние мы также даем, мы также знакомим с этим состоянием других людей для того, чтобы они могли прочувствовать. Те, кто посещал наши онлайн-медитации, те, кто был вживую, на живых тренингах, они все эти состояния брали, они все это чувствовали, все это понимали, и дальше с этим можно что-то делать, дальше можно заниматься с этим. Если вы практикуете танец, если вы любите танцевать, то же самое, конечно же, у вас может открыться сердце. И опять-таки, если вы идете на обычный, подчеркнем, обычный танец живота, то там работает Сватхистхана и Манипура. То есть там анахата либо задействована совсем немного, либо вообще не задействована. То есть в основном учат на низких центрах, потому что это широко востребовано, потому что это доступно очень многим, это очень многие понимают, поэтому это широко распространено. То же самое и с йогой. Если вы пойдете сейчас на любую йогу, то, как правило, вы встретите просто фитнес. Вот, широко распространен это фитнес. Уже давно такое положение вещей, что йога – это просто занятие для гибкости, то есть растяжка. Для похудения в том числе, да. На самом деле йога – это работа с энергиями. Йога – это путь к Богу вообще. А фитнес – это не путь к Богу. Фитнес – это здоровое тело. Тоже хорошо, но это другие вещи, разные вещи. Поэтому нужно выбирать. И выбирать нужно вообще в лучшем случае по душе. То есть тот мастер, тот ведущий, который вам понравился, но опять-таки тот, который работает с энергиями, да? Не просто дает телу движение. Так вот, изначально достаточно хороший мастер хорошего уровня, он должен вам еще понравиться, чтобы между вами выстроилась связь. Тогда это будет максимально эффективное занятие. То же самое касается практики рейки, то же самое, это тоже передача энергии, трансляция энергии, так же как энергетическая медитация. Даже массаж может помочь. Телесно-ориентированные практики, вот спрашивает, может. Телесно-ориентированные практики могут снимать блоки, которые у вас на уровне анахаты, либо где-то вот рядом с ней. Могут быть мышечные блоки, могут быть блоки такие достаточно глубокие, связанные с психоэмоциональной травмой, уже превратившиеся в мышечные блоки. Вот. Все это, да, телесно-ориентированная терапия снимает. Очень много техник на самом деле, можно очень долго перебирать. Самое главное, что нужно выбирать по своей душе. Это первое, а уже потом все остальное. Так, это по практикам. Дальше что у нас? Да, вот еще, что не упомянул. Важные вещи. Немного я рассказал о книгах и о фильмах. То есть есть фильмы, есть книги, которые действительно меняют сознание. Опять-таки, на сегодняшний день вот этот термин «фильмы, меняющие сознание», он стал просто в определенной степени популярным. Выбирайте свои фильмы, те, которые вас затрагивают, вашу душу затрагивают. Выбирайте своих, можно сказать, кумиров, актеров, певцов, других людей из мира искусства, композиторов, даже дирижеров, может быть. Я, к сожалению, забыл сейчас фамилию дирижера, очень интересный человек. Так вот, он работал как? Он какую ставил перед собой задачу? Он говорил своим музыкантам, что если человек пришел на наш концерт один, а ушел уже другой, он изменился, то мы свою работу сделали. То есть вот настолько он мощно, сильно проводил свои концерты. То есть из мира искусства можете брать вот эти различные подходы. Ну и, конечно же, очень интересный подход – это общаться с теми людьми, просто общаться с теми людьми, которые уже имеют встречи со своей родной душой.
Но не просто которые встретили и все, а у которых остался сильный след от этой встречи. То есть они эту вибрацию не отбросили, они в ней как-то живут, они ее как-то реализуют в жизни. То ли они говорят об этом, рассказывают просто, да, то ли они даже что-то делают в этом потоке энергии. Вот если вы общаетесь с такими людьми, от которых идет эта энергия, а таких людей на самом деле не так мало, то же самое это будет в какой-то степени духовной практикой. Просто общение с такими людьми в определенный момент может сыграть очень большую роль в вашей жизни и может очень, очень сильно помочь вам на пути поиска своей родной души. И давайте еще раз обращу ваше внимание, это даже техника безопасности. Вот на своих занятиях мы даем технику безопасности, как искать свою родную душу. Так вот, один из важных пунктов техники безопасности. Не переусердствуйте. Слишком сильное желание, слишком сильные действия всегда приводят к обратному результату. То есть соблюдайте гармонию, соблюдайте баланс. Есть такое прекрасное выражение, что осуществлять свои желания и вообще желать нужно так, как вот человек вдевает нитку в иголку. Если слишком сильно будете стараться, будет рука дрожать и не попадете, будете напрягаться. А если слишком мало будете стараться, то будете для этого просто вялыми. И просто не вставите нитку в иголку, потому что не будет достаточно энергии для этого. То есть энергии должно быть и немного, и немало, а ровно столько, чтобы вставить нитку в иголку. Это вот по поводу техник. Там есть очень много еще пунктов, которые мы, конечно же, не можем огласить. И один из самых важных пунктов, о которых мы сегодня не рассказали, он называется «Высшее разрешение». Давайте обратим ваше внимание. Если нет высшего разрешения на то, чтобы вы искали и нашли свою родную душу, лучше даже не пытаться. Потому что если вы предпримете грандиозные усилия и найдете свою родную душу, да, то вы за это очень дорого заплатите. Потому что нет высшего разрешения. Вот это один из самых сложных пунктов. Что такое высшее разрешение? Как его получить? Или как узнать, что его нет? Это достаточно большой разговор. Сегодня мы этому не можем уделить внимание. Я вам только приведу один простой пример. Ко мне обращается одна женщина, она очень хочет найти, но она не акцентировала свое внимание, что родная душа. Она просто перечислила по пунктам, что она хочет, какого она хочет найти мужчину. Я так пришел к выводу, что это очень похоже на родную душу. И мы стали с ней проводить работу по вот этой технике воплощения желания. Она очень умная женщина, она очень быстро все поняла, все сделала так, как надо было сделать. И через несколько недель она обращается ко мне с другим вопросом. Она говорит: вы знаете, достаточно быстро нашелся этот мужчина, там, через несколько недель. Он нашелся. Но уже через несколько дней у меня начались очень большие провалы в бизнесе. Я не понимаю, что происходит. Мы стали с ней разговаривать, беседовать, выяснилось следующее. Вся энергия, очень большое количество энергии было направлено на этот поиск, что, собственно, подразумевает технику воплощения желаний. И эта энергия ушла, в частности, из бизнеса. То есть бизнес начал проседать. Мужчина нашелся, такой, как хотелось, бизнес начал проседать. Это говорит о том, что энергия пошла не по вертикали, а по горизонтали. Это означает, что сверху разрешения не было, сверху энергии не пошла. Человек свою собственную личную силу тратил на это дело, понимаете? Если есть высшее разрешение, вы получаете энергию сверху, и вы не истощаетесь. У вас не проседают другие сферы жизни по этой причине. Я уточню, вот по причине поиска. Потому что они могут проседать по другим причинам, это надо разбираться. Всегда индивидуальный случай. Если энергия идет сверху, тогда все нормально. Если ее сверху нет, то значит вы за это дорого заплатите.
И бизнес – это не самая дорогая плата. Что произошло дальше? Ну, я сказал, выбирайте, пожалуйста, смотрите. Но женщина выбрала бизнес. То есть она вернулась, энергия ее вернулась в бизнес, мужчина, соответственно, ушел из жизни, из ее, а бизнес остался. Вопрос такой, а почему мужчина ушел? А потому что энергии там не стало. То есть притягивать было нечем. То есть женщина поняла все правильно, только она не выполнила один пункт важный. Она не получила этого высшего разрешения. Для того, чтобы его получить, должна хорошо быть развита сахасрара чакра или аджна. Аджна или сахасрара. Можно попросить вас провести отдельную лекцию по высшему разрешению. Это делается только на практике. То есть мы начинаем делать практику, и я начинаю как бы давать наводки. Вот сейчас у вас есть высшее разрешение, а вот теперь делаем, его нет. То есть это все идет только на практике. Объяснить это на словах практически невозможно. То есть можно пытаться это делать, но толку от этого будет очень мало. Это только на живых тренингах получается? В основном на живых тренингах. У нас был онлайн-тренинг, но, вы знаете, очень сложно это дать в онлайне, да. Потому что обратной связи очень недостаточно. На живых тренингах это чувствуется сразу же. И там фиксируется сразу же. То есть те участники, которые это прочувствовали, там идет энергия по телу, энергия в теле идет. Эта практика дается на второй день тренинга. На первый день мы работаем с телом, как бы раскачиваем, раскручиваем энергию. Люди все это ощущают, идет теоретическая подготовка, а потом уже идет вот то, что называется работа с высшим разрешением. На самом деле очень простая штука, но для того, чтобы дойти до нее, это бывает не всегда просто. Так, дальше. Мы, к сожалению, не успели поговорить по вопросу иллюзий на этом пути, а это очень важный вопрос. Просто упомянем, что на этом пути, к сожалению, по нашим замечаниям, достаточно много людей становятся как бы жертвами иллюзий. То есть, когда человек слишком сильно хочет, вот он нарушает вот этот пункт техники безопасности, да, он слишком сильно хочет, у него начинает работать просто воображение. И то, чего на самом деле нет, он просто придумывает. И вот дальше, если он начинает вставать на этот иллюзорный путь, то его участь незавидна. В лучшем случае он ничего не получит. Просто останется в своих иллюзиях, в своих фантазиях. В худшем случае он встретит непонятно какого человека и начнет с ним страдать. Что вот он там не родная душа, он ведет себя не так и так далее. Возникает масса вопросов других. Поэтому если вы впадаете в различные иллюзии, то это может очень неприятно сказаться на вашей биографии. То есть вы можете потратить много лет на это. Вот вы знаете, немало случаев, не один, не два, может быть не 5 вот в нашей практике, когда встречает человек РД-учителя и говорит, это моя половина, ему объясняется, что это не так, что это РД-учитель, он ничего не хочет слушать, а в результате тратится несколько лет на то, чтобы убедиться, что это действительно было так. Вот когда можно было сначала самого узнать это и пойти совершенно другим путем. Вот такая вот тонкая грань. Итак, вот это иллюзии. На самом деле их достаточно много. Чтобы их все разбирать, это у нас есть, кстати, отдельные темы, иллюзии на пути родных душ. Отдельный курс, и отдельный курс, 7-й курс, где рассмотрено это вообще все досконально. И если вы все эти темы изучаете, то вы, процентов на 90 гарантированы от того, чтобы ошибиться. Вот помните вот эту технику безопасности. Слишком большое желание не приводит к результату, и слишком малое тоже не приводит. Нужно соблюдать баланс. В завершение нужно сказать следующее. Если вы определили, что вы действительно рождены с этой программой, базовой программой парного совершенствования, то вы, можно так сказать, обречены и на поиск своей родной души, и обречены на то, чтобы ее найти.
вы обязательно ее найдете. И эта встреча обязательно будет, 99%. Вот 1% можно оставить на то, что вы просто заблокируете этот процесс. И либо его неправильно поймете. До того, как появилось учение о родных душах, было это, как правило, неверно понимаемо. Было очень много путаницы на этот счет. Сейчас вы можете во всем этом разобраться, используя знания, используя огромное количество информации. Если вы чувствуете, что у вас есть истинная душевная потребность встречи и воссоединения со своей родной душой, значит, вы обязательно это получите. Это закон. И ваша задача будет состоять только в том, чтобы не блокировать этот процесс. А если вы его еще и хорошо осознаете, то вы этому только поможете. А если вы еще и будете что-то практиковать в этом направлении, только гармонично практиковать, то эта помощь будет еще большая. Мы сегодня не стали много говорить насчет того, как можно относиться к РД-практикам, к практике поиска своей родной души. Кто-то говорит о том, что это естественный процесс, ничего не надо искать. Это из той же самой сферы, что вообще ничего не надо делать, пусть все естественно развивается. Никакого прогресса не нужно, пусть будет так, как есть. То есть не нужна ни йога, ни молитва, не нужны и повседневные никакие практики, нужно просто расти как в траве, и будет все нормально. Каждый может выбирать как хочет. То есть кто-то идет одним путем, кто-то идет другим путем. Я, допустим, шел именно путем вот таких вот практик. Я осознанно этим занимался, целенаправленно и весьма интенсивно. И это дало свой результат, и не я один это делал, поэтому можно говорить о том, что это действительно работает. В завершение нужно сказать, что все действительно достаточно естественно. Но естественность состоит не только в том, чтобы ничего не делать, ничему не мешать, но естественность состоит в том, чтобы действовать так, сообразно тому предназначению, с которым вы родились. Нужно узнать, кто мы есть, какие есть наши душевные склонности, и идти этим путем. И тогда на этом пути мы встретим все только свое и будем вознаграждены в любом случае. Мы с вами прощаемся, а также, пользуясь случаем, приглашаем вас на свой тренинг-семинар, который состоится уже в следующие выходные в Санкт-Петербурге 25-26 числа. С удовольствием встретимся с вами и поделимся с вами не только знаниями, но и энергией, состояниями, которые смогут дать вам понимание, осознавание, ощущение единства со своей родной душой. Мы благодарим всех участников за сегодняшнее участие, за комментарии и вопросы. И прощаемся с вами до новых встреч. До свидания. До свидания.